Народ, всем привет! Сегодня очередной видос по минику. Сегодня не будем заниматься дооснащением, а будем разбираться с поломкой. Поэтому я желаю вам приятного просмотра. Заварите себе чаечка, пельмешечек и погнали. Итак, проблема заключается в том, что в какой-то момент просто перестали работать кнопки центрального замка на водительской двери. В силу своего опыта я, конечно же, понятия не имею, в чем может быть дело, поэтому мне хотя бы нужно было теоретически разобраться, в чем может быть загвоздка. После консультаций со знающими людьми и после гугления у меня было три теории. Первое – это мертвый предохранитель. Второе – это неработающая сама кнопка центрального замка. И третье – поломан механизм центрального замка в двери. По несложной логике нужно начинать локализировать проблему с наименьшим вмешательством, собственно, в машину. Поэтому лезем в предаки. В ходе разбирательств я вычислил, что схема самих предохранителей должна находиться в блоке номер 1, там между предохранителей, и там же должна находиться прихватка для самих предохранителей. Соответственно, к сожалению, моему большому, схемы не было, была только прихватка. Итак, в ходе поисков схемы предохранителей я обнаружил одну проблему – их отсутствие. Искал на русских источниках, на английских, где мог, да, где позволял мой английский. В общем, это была большая проблема, потому что где-то фотографии были чересчур желтые, где-то мятые, в общем, где-то информация съедалась, где-то даже за 35 баксов что-то находил, но платить за это не хотелось. Поэтому, но все-таки удавалось находить какие-то кусочки на разных языках, да, как я говорил. И я создал один файл, где красиво все оформил, где все на русский перевел. И, собственно, им начал пользоваться. Соответственно, у нас теперь есть возможность залезть в предохранитель и найти нужный нам предохранитель. Первое, что нам нужно сделать, это поддеть вот эту вот панельку, так как она закрепляет вот это. Вот здесь, собственно, и находится наш блок с предохранителями. Вот здесь клипса есть. Немножко ее оттопырили, она сама отошла. Тем самым мы можем взять, также поддеть вот здесь и немножко оттопырив, также клипсы, основные клипсы находятся примерно вот здесь две и здесь одна посередине. Тем самым немножко ее оттопырив, они отойдут. Вот. Аккуратно. Видим наш, собственно, блок. Он находится вот здесь. Ну, в принципе, все. По схеме видим, что вот он наш второй блок, номер 2. Нам нужна седьмая позиция, потому что седьмая позиция соответствует дверной замок водитель. Собственно, с чем у нас и проблема. Берем из блока номер 1 хваталку для этих самых предохранителей и нелегким, нетрудным точнее. Ну вот, мы его и вытащили. Мою схему предохранителей вы можете найти по ссылке в описании, поэтому, если вам все-таки она пригодилась, поставьте лайк, подпишитесь на канал, для меня это будет самая лучшая плата за мои труды. Сейчас наша задача проверить на работоспособность наш предохранитель. Получается, перевели в режим домика и проверим работоспособность прибора. Если сейчас задеть, должен быть 0. Все, цепь замкнута, все окей. Теперь, значит, берем наш предохранитель. Одного конца и второго. Тоже должен быть 0. Но предохранитель работает. Как мы уже разобрались, проблема не в предохранителе, к сожалению, потому что оставшиеся варианты подразумевают собой вмешательство в устройство машины. Ну и, скорее всего, нужно будет заказывать какую-то дорогую, да, запчасть и отдавать машину на дилер. Вот. Но следующим вариантом, в любом случае, это нужно разобрать устройство кнопки. Итак, разобрал, в общем, кнопку.
воспользовался данной прибудой, сюда вставлял ее и, в принципе, оттопыривал. Она потихонечку отходила, не с первого раза, но отошла. Так вот, видимых каких-то проблем я не увидел. Вот, то есть кнопки нажимаются, но машина все так же не реагирует. К сожалению, пока что непонятно. Проблема заключается в том, что разбор с внешней стороны кнопки не гарантирует того, что она исправна. Поэтому есть вероятность того, что отклонения механические с внутренней стороны. Поэтому нам придется снимать обшивку двери. Так, народ, вот, в общем, моя разобранная дверь. Занимались, значит, тестированием работоспособности вообще, в принципе, кнопки. Вот, получается, это мамкой, там крепена, использовали цешку, использовали удлинитель. Почему? Потому что туда нереально вообще протиснуться. Вот, в итоге прибегали к таким вот несложным процедурам. Вот. В общем, к сожалению, оказалось, что кнопка не рабочая, вот, не реагирует на нажатие. То есть, как вообще тестировать, как проходило тестирование, получается, наше продление с помощью медных проволок вставляли сюда, сюда цешкой подсоединялись, да, и нажимали на кнопку. И, соответственно, в разных комбинациях. В итоге оказалось, что нет реакции. Цепь была не замкнута, и все. Так что кнопка не рабочая, будем заказывать новую. Так, ну, я считаю, что это расследование можно поставить галочку, да, и сказать, что оно завершено. Я уже съездил на дилер, узнал стоимость запчасти, мне ее оценили в размере, по-моему, 6000 рублей. По работам это будет где-то 4000 рублей. Вот. К сожалению, запрос будет идти в Германию, потому что данной запчасти на складах у нас здесь нет, по всей России ее нету. Придется делать запрос в Германию, он будет по их опыту обрабатываться около 2-2,5 месяцев с момента заказа. Ох, не знаю, чем эта вся история закончится. Может быть, я сам решусь уже сделать, сам где-то закажу. Может быть, найду людей из Германии. Не знаю, если что-то в любом случае появится, какая-то информация, что-то интересное или достойно хотя бы это поснимать, я обязательно выложу видосик, расскажу, покажу, посмотрим. Если ты досмотрел этот видос до конца, низкий тебе поклон, спасибо. И если он был тебе полезен, то это вообще замечательно, потому что это основная цель моего канала. Вот, в любом случае, подписывайся, ставь лайки, все контакты мои в описании. Говорят, вообще YouTube заблочат, поэтому ты там посмотри, что там есть. Подпишись, чтобы нам не потеряться. Спасибо. До новых встреч.